Друзья, привет! Вы на канале Лео Джирап, и меня зовут Лео. Сегодня у нас с вами на обзоре долгожданные новинки: дисфория Сая и дисфория Рин. Структура обзора простая. Распаковка, смотрим углы падов, смотрим их подложку, смотрим их принт, размеры. Далее переходим к поверхности, где рассматриваем все макроснимочки, сравниваем их с предыдущими самыми известными падами, и переходим к тестам, смотрим их сопротивление, статика, динамика, и, разумеется, я высказываю свое личное мнение, ну а дальше вы уже делаете выводы сами. Поехали! Процесс распаковки я ускорил. Толщина коробки у нас 3,3 см. Внутри находится защитная картонка, на которой лежит тряпка, и глайды Manta Ray. Глайды Manta Ray мне очень понравились. Это хорошее сочетание скорости и контроля. Ну а также сам пад, который также снизу защищен еще одним листком, что очень приятно и немножко брендировано. По дисфории Сая хочется отметить, что вроде бы существуют более новые партии этих ковриков, которые имеют немножко другую коробку, возможно, немножко другую подложку и, возможно, даже комплектацию. Так что в моей комплектации отсутствовали глайды, но в вашей, вполне возможно, они уже будут. Также здесь есть очень хорошая тряпка. Переходим к размерам, они на вашем экране. Вы видите, что Рин у нас чуть более высокий пад, 450 против 420 на Сая. В этом плане Рин однозначный плюс. По толщине, наоборот, Сая выигрывает, он почему-то тоньше, чем Рин. Я так подозреваю, из-за новой подложки. Так что мышка отсюда перейти сюда без усилий не может, а отсюда она легко падает. Обработка углов у Сая также лучше, она более гладкая, пальцем практически не ощущается никакого перепада. Я бы сказал, даже лучше, чем у Зейна. А вот Рин, опять же, почему-то подкачала, углы более крутые. В игре это не ощущается, никак не мешает, но грани здесь более резкие. Имейте в виду, если вы ищете прям какой-то идеально гладкий пад. Сая почти идеал. Похуже, чем на Мидоре, который был в моем последнем обзоре, но все равно очень-очень хорошо. Даже, я сказал бы, лучше, чем у Glassworks Zane. Но тут же сразу ложка дегтя у Сая. Лично на моей копии я слышу, что такое у многих, углы кривоваты. То есть в этой части вот пад у меня немножко приподнят над столом. Это, к счастью, никак не мешает мне в играх, то есть мышка у меня никак абсолютно не гремит, но учитывайте, вот честно, меня это прям даже бесит, реально бесит. Я перфекционист, мне нравится, когда вещь красиво лежит на моем столе, но здесь вот этот уголок у Сая меня подвел. Подложка и там отличная, покажу сейчас ее. У Рина она вот такая серая, также показываю крупные фотографии крупным планом. После того, как мы пад положили на стол, сдвинуть его практически невозможно. Так что здесь однозначный плюс. У Сая та же самая история. Сдвинуть очень сильно тяжело. Здесь подложка силиконовая, она потоньше, и мне такие подложки нравятся немножко больше. Из-за того, что уголок здесь у меня на Сая кривоват, этот пад подвинуть немножко проще, но это в целом никак не влияет на качество подложки. Она классная. Сай вы можете встретить как с такой подложкой, так и, я слышал, выпускают сейчас новая ревизия Сая вот с такой подложкой, как у Рин. Я бы не сказал, что на это стоит обращать как-то внимание, если вам только визуально важно, что у вас там под ковром, но держит и та, и другая очень хорошо. Просто за счет подложки новая версия Сая вот на этой подложке, скорее всего, будут немножко толще. Но это не влияет на обработку углов, я думаю, так что какая разница. Первые эмоции после распаковки дисфория Рин. О боже, это тот самый стеклянный артизан Хаят Отсу. Коврики дисфории мне посоветовал мой знакомый Макс, и его первые впечатления от распаковки были: о боже, это какая-то разделочная доска для овощей. И честно, точнее не скажешь. Текстура здесь как на абразивной разделочной доске, но при этом она гладкая. На ваших экранах произошло небольшое безобразие, я заменил Сая на Зейн, потому что дисфория Рин у нас позиционируется именно как более текстурный Glassworks Zane. Так вот, давайте сравнивать их уже напрямую. Если на Зейне вы вжимаете палец, чтобы ощутить зерно, то оно ощущается довольно
четко. Но если вы делаете это на RIN, то вам даже палец выжимать не нужно. Смотрите на макрофото RIN, чтобы понять, о чем я. Когда я читал пресс-релиз про RIN у Пика Кавала, я ожидал Зейна с более крупным зерном. Именно поэтому сейчас эти пады лежат рядом. В принципе, я примерно это и получил. Но на самом деле сейчас на ваших экранах произойдет небольшое безобразие, потому что я бы презентовал RIN вот таким образом. Потому что RIN — это размер зерна биста, кладка текстуры Зейна и перепад между этими крупными зернами от фантома. В итоге что у нас получается? Пока мы не нажимаем на мышь, это просто каток. Это натуральный бист. Мышь срывается с места в бесконечность. Так же, как на Зейне. Вот. Но стоит нам начать играть на любой мышке, хоть на полноразмерной, которая также без нажима улетает, хоть на фингертипе легеньком, мы уже ощущаем при игре под нажимом нечто среднее между Зейном, Фантомом и Бистом. Сразу хочу сказать огромное вам спасибо, друзья, за ваши реакции, лайки и комментарии под мое первое видео. Именно это смотивировало меня сделать новый ролик, и именно это будет мотивировать меня дальше на создание контента. Так что, пожалуйста, если вам не сложно, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, а лайк на ваше усмотрение. И небольшое уточнение. Все стеклянные коврики имеют небольшую вариацию, так что полученные вами дисфория RIN либо SAE может немножко отличаться от того, что я показал в обзоре. Но, как правило, эти расхождения очень небольшие, так что обзор все равно, я считаю, будет для вас полезен. Вот я с той же силой веду по паду, и на Зейне получается быстрее. Знаете, я не буду врать, реально RIN по ощущениям тормозится даже сильнее, чем Фантом. Сейчас я положу Фантом и проверю свои ощущения. Да. На Фантоме мышь тормозится не так сильно, как на RIN. Вот я сильно нажимаю, и Фантом даже чуть быстрее. Пока мы катаем мышь, на RIN все отлично. Она быстрее, чем Фантом. Она быстрее, чем Зейн. Это очень быстрый пад. Это тактильный пад. То есть у вас никогда не будет здесь проблем с удержанием прицела или курсора на месте. RIN очень комфортная в этом плане. Но вот в динамике под нажимом RIN становится очень похожей на Фантом. Как это ощущается в играх? Как очень быстрый старт и очень быстрый легкий стоп. Является ли это стеклянным Хаяту Отсу? На мой взгляд, да, является. Это очень быстро к тому самому Хаяту Отсу. Это коврик с ощутимой текстурой, он быстрый, на нем легко стопать, на нем очень хорошо чувствуешь, где находится твоя мышка. Но, как оказалось, за 2 года на стекле мои предпочтения немножко изменились. И теперь то, что раньше я считал мне помогает, оно же мне немножко и мешает. Это не ощущается так же быстро, как Зейн. Это скорее еще более текстурный и даже местами чуть более медленный Фантом. Влияние пыли при этом здесь среднее. Она не мешает нам играть, но, как и все текстурные пады, когда RIN забивается пылью, его глайд слегка поменяется. Это не будет эффект, как на тканевых коврах, но на текстурных стеклопадах есть изменение глайда, когда он забивается пылью между своими порами. Поэтому просто протереть становится уже не так просто, как более гладкие стеклопады, и приходится мыть под напором воды. Тогда грязь выбивается из углублений, и глайд легко возвращается к стоку. То есть особых проблем с этим нет, но по обслуживанию вот эти вот текстурные пады, они более геморные, чем более гладкие. И дальше мы переходим к поверхности дисфория SAE. Напомню, SAE — это очень гладкий пад. Мой опыт взаимодействия с гладкими падами, что стеклянными, что тканевыми, показывал, это абсолютно не мое. Мне тяжело целиться, когда я получаю мало фидбэка от поверхности. И что Artisan Raiden, что гладкие стеклопады Konami, это очень быстро продавалось, мне абсолютно не подходило. Про дисфория SAE я слышу, что это очень быстрый пад, но я его не заказывал, потому что слышал, что он гладкий. Но Макс настаивал, что это супер классная вещь. Я его заказал ради интереса и на 100% был уверен, что эта штука отправится на вторичный рынок через день-два. Но вдруг
Оказалось, что Сая это на самом деле очень текстурный пад. А еще это очень гладкий пад. Это как? А вот так. Когда я готовился к съемкам поверхности Сая, я ожидал увидеть там пустыню. То есть на макро я ожидал увидеть мельчайшие заполированные зерна. Что-то типа Мидори из прошлого видео, но еще более мелкие. Но как же я удивился, увидев эти скалы. Вам это ничего не напоминает? Да это же бист. С той лишь разницей, что перепады между зернами по высоте абсолютно минимальные. В итоге Сая это еще более быстрый бист, который при этом офигенно контролится за счет размера зерна, как на бисте. Я даже не могу до конца передать это словами. Было бы легче, если бы продавцы и обзорщики разделяли такие понятия, как тактильная текстура на ощупь и размер текстуры физический. Это вообще разные вещи. Например, Канами и Мидори — это гладкие стеклопады. Почему они гладкие? Потому что там текстуры — это очень мелкое зерно. А Сая — это тоже очень гладкий стеклопад, но текстура здесь — это огромные зерна, как у биста. И из описания падов можно решить, что если они гладкие, то они одинаковые, но они вообще разные. Лично у меня по какой-то причине на привыкание к Сае ушло всего 2 вечера. Первый вечер это был фу, какой он гладкий. Но это точно не мое. Я же знал, что гладкие пады это не мое. Погонял в ковыке и убрал его обратно в коробку. Ну ничего особенного. Но для обзора нужно больше времени на тесты, поэтому я положил его снова и решил поиграть в игры. Все-таки ковок это ковок, а игры это игры, да? Минуточку. Что происходит? Почему мне так легко доводиться до всех этих целей? Почему это так резко, быстро? Почему мой прицел не мотает? Его не мотает сильнее, чем обычно, а даже меньше? Сая не тормозит и не ускоряет. Это ощущается как просто свободное, естественное движение. Как пример, если хотите, другие пады, даже Beast по сравнению с Сая ощущается как курсор Windows с акселерацией, а Сая без. Влияние пыли на нем минимальное. Казалось бы, гладкий пад должна чувствоваться каждая пылинка, но я так подозреваю, из-за размера текстуры здесь просто смахнул рукой и в бой. Это может быть супер ужасный пад для вас, если вы уверены на 100%, что вам нужна эта тактильная отдача. Но опять же, отсылая вас к моему кейсу, я очень советую вам попробовать этот стеклянный коврик. Он уникальный. Итак, друзья, самое время для тестов. Что мы измеряем? Сопротивление для начала движения и сопротивление в процессе скольжения. Обратите внимание, что у Рин эти показатели практически одинаковые. Это будет иметь критическое значение в нашем дроп-тесте. Для достоверности результатов тестов и их повторяемости у меня используется всегда одна и та же мышка с одними и теми же глайдами. Тем не менее, Tekusai the Beast в этот раз показал себя чуть медленнее. Скоро увидите это в сводном тесте. Ну а дисфория Сая вне конкуренции. Самые низкие цифры коэффициентов сопротивления и в начале движения мыши, и в процессе скольжения. Составляем на основе этого теста наш скоростной чарт и видим, что дисфория Рин должна быть одним из самых быстрых падов, а дисфория Сая самый-самый быстрый пад. Но все немножко изменится, когда мы с вами посмотрим дроп-тест. Ну и теперь наглядно. Дисфория Сая — это самый быстрый пад, самые низкие показатели сопротивления и в начале, и в процессе скольжения. А вот дисфория Рин выступает примерно на уровне между Glassworks Zane и Phantom. Далее наш чарт — абразивность тактильная. От самого грубого к самому гладкому. Текстура по размеру зерна. От самого мелкого слева до самого крупного зерна справа. Самое важное сравнение. Битва тряпок. Друзья, на самом деле это такой фановый раздел, но тем не менее у Tekusai довольно дорогие коврики. Тем не менее тряпочки его я, как правило, не использовал, потому что протирают пыль они, не очень хорошо. Приходилось брать такую одноразовую вискозу, и она справлялась с этим лучше. Вот эта тряпка довольно быстро забивается пылью и сама становится источником пыли. Эта ошибка была учтена в тряпках дисфория. Они сделали ворс здесь более крупным,
толщина при этом у них больше, и протирают пыль они гораздо лучше. Ну и вот, казалось бы, опять же, более бюджетный пад, но даже тряпочка в комплекте у него гораздо лучше. Друзья, итоговая таблица, плюсы и минусы Rin и Saya. Они очень субъективные, то, что в минусах у меня, может быть в плюсах у вас и наоборот. Я надеюсь на ваше понимание. Так, плюсы Rin — это размер, принт, офигенный текстурный пад, очень приятно и тактильно, подложечка кайф, тряпочка в комплекте кайф, глайды в комплекте 40 штук, супер. Минусы: толщина толще, чем Saya, обработка углов средненькая, больше подвержен влиянию пыли, требует более частой очистки. Он, к тому же, не такой быстрый, как было заявлено. Да, он быстро без нажима, но по факту оказалось, что это такой вот у нас скрытый фантом с резким стопом. Возможно, крутая фишка для вас, но не для меня. Плюсы Saya: офигенный принт, классная обработка углов, самый быстрый из протестированных мной падов на рынке, практически не подвержен влиянию пыли, та же самая крутая тряпка в комплекте, те же самые крутые глайды в комплекте, 40 штук. Минусы: конкретно в моем случае кривые углы, подложка из-за них тоже может плоховато прилипать, и размеры хотелось бы, как и у Rin, 450 на 500. На этом лично для меня минусы все. Ну что, друзья, переходим к выводам. Вы удивлены? Честно, я дико удивлен. Когда я ожидал эти два пада, я думал, что Dysphoria Rin будет однозначно моим мейном, потому что это самый текстурный, самый быстрый пад, чего еще желать. На практике оказалось, что несмотря на то, что Dysphoria Rin это очень шикарный пад, Dysphoria с обоими этими падами очень постаралась, но все-таки я считаю, что есть небольшое недопонимание по поводу того, чем же является Dysphoria Rin. На мой взгляд, этот пад отлично подходит для тех, кто играет в комбинированные типы шутеров. Если вы увлекаетесь там шутерами, где очень много динамики, трекинга и так далее, лично мое мнение и мой опыт, что Dysphoria Saya подходит для этого куда лучше. У нее нет такого ощутимого стопа, и на удивление оказалось, что отсутствие тактильной текстуры здесь только в плюс, потому что текстура физическая на Saya имеется, и она помогает вам трекать. Миф о том, что Dysphoria Rin быстрее, чем Dysphoria Saya, развеян. Если бы меня попросили посоветовать какой-то из этих падов как первый, наверное, я бы однозначно посоветовал все-таки Dysphoria Rin, потому что он более безопасный и поможет вам играть в абсолютно любые типы игр. Но мое личное предпочтение я не скрываю. Я просто влюбился в Dysphoria Saya. Это мой самый любимый пад за все время. Я никогда и ни на чем не играл так круто, как на нем. Он ощущается как естественный транзишн из головы в игру. Это сногсшибательно. Я просто не ожидал. Дисфория. Друзья, огромное спасибо вам за просмотр. Мне очень нравятся комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно на них отвечать. Если вам нравится то, что я снимаю, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Жму вам руку. До встречи в следующем ролике. Пока.